Для того, чтобы в сегменте эконом появились наушники-вкладыши, которые реально могут составить конкуренцию яблочным девайсам, не повторять их внешний вид, улучшить автономность и не стоить дороже $50, понадобилось почти 2 года. И Sabot уже пытался, но на этот раз у него получилось. Завести на борт беспроводных наушников 8 часов автономности с aptX и сделать это в форме вкладышей. Хорошая заявка на победу. Tube 337, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые, честные, краткие обзоры. И сегодня, как всегда, будет не только положительное, но и отрицательное. В моем рассказе о неплохой попытке Sabot сделать хорошие доступные вкладыши с очень лояльной для их характеристик ценой. И не забываем подписываться. На канале среди подписчиков раз в 2 недели розыгрыши Mi Band 4, а сейчас в розыгрыше еще и 2 колонки Tronsmart и умные часы Amazfit GTS. Полные условия в описании к видео. А теперь 10 фактов о наушниках Sabot X12 Ultra в исполнении 2019 года. Для начала вы уже заметили, насколько у них эпична упаковка. Обычно так пакуют только товары от $100, ну или проводные наушники. Но так как это мои первые Sabot, я приятно удивлен. Хорошо, когда продавцы преподносят товар покупателю как подарки королю. Будете дарить, упаковочная бумага, по моему мнению, вам не понадобится. А вот комплект, хотя и хорош, и цветная инструкция здесь, и мешочек. Конечно, наушники, кабель зарядки и блок зарядки для наушников тоже в комплекте. Но когда распаковываешь, невольно возникает вопрос, а на саму внутрянку у производителя деньги остались? Инструкция на цветном картоне, совсем не дешевый мешочек для переноски. И адекватный кабель вкупе с коробкой заставляют конкретно задуматься. Инструкция, кстати, на 2 языках, и я просто выдохнул, когда увидел помимо китайского здесь английский. Не особо хочется опять переводить иероглифы. Полезного в инструкции очень много, начиная от того, что заряжать эти наушники быстрой зарядкой крайне не рекомендуется, и заканчивая довольно интересной деталью по автономности. Но об этом далее. Чтобы вы не подумали об изменении формата моих обзоров, цену назову сразу: $44 с доставкой по ссылке в описании. Дороже $50 на Али я встречал, но их всего несколько, в основном продавцы предлагают их дешевле. И пусть это слегка преждевременно для обзора, но будем расширять границы. Я считаю, эти наушники своих денег стоят. Возможно, в конце обзора вы даже со мной согласитесь. На борту у наушников Bluetooth 5 версии, и никаких прерываний за неделю использования я даже в людных местах с обилием Wi-Fi сетей не замечал. Бьют через 2 стены и соединяются с сопряженным девайсом очень быстро. Видимой задержки на YouTube нет. Задержка в играх присутствует, но, как многие говорят, терпимо, можно играть. Я так не скажу. Я не понимаю, как народ может играть даже с минимальной задержкой в звуке. Наказывают себя за что-то. Но это и не важно, у каждого свои развлекушки. Тестировал, кстати, я наушники со следующими телефонами: Huawei P20 Pro, Redmi Note 8 Pro, притом на нем кодек aptX на данный момент не работает с этими наушниками. Redmi Note 7, нигде видимой задержки при просмотре видео с YouTube не было. Автономность. И здесь прямо обилие дезинформации. В рекламе 8 часов, в документации 6+, в обзорах на YouTube начиная от 3 часов и заканчивая 9 в текстовых обзорах. По факту у меня на 70% громкости с телефоном Redmi Note 7 наушники играли 7 часов 47 минут к ряду. Бесит, что когда остается около 40 минут заряда, наушники начинают напоминать, что они разряжаются. Блок зарядки на 700 мАч, и, как я уже говорил, в инструкции находится предупреждение о том, что его нельзя заряжать быстрой зарядкой. Максимум зарядка на 5 вольт 1 ампер. Уши полностью от него можно зарядить целых 6 раз, что довольно бодро. Заряжается бокс на 100%, как и наушники, за 1 час. В ушах по 60 мАч. Со стороны крепления вход под зарядку Type-C и 4 индикатора заряда самого бокса. Беспроводной зарядки нет. Влагозащита IPX3, защита от брызг воды с углом отклонения до 60 градусов от вертикали. Не с любой стороны, так что с водой в этих наушниках нужно быть аккуратнее. Под проливным дождем в них я ходить не советую. Форма бокса удобная, в карман помещаются свободно, расцветок много. Мне моя расцветка очень нравится. И про модели Ultra, и вопросы по этому поводу. Перед цифрой у наушников есть буква E серия, это затычки, а X это капли. Кстати, Sabot это шабаш с английского, и не зря, как вы понимаете, на значке рогатый бес. Наушники отличаются по цветам: английская и китайская. Наушники одних расцветок будут разговаривать с вами на английском языке, других на китайском. Чтобы не прогадать перед заказом, обязательно спросите у продавца, какой версии наушники он продает. Мои были английской версии. Кнопки механические, для меня это всегда огромный плюс. Из функций play, пауза, 1 тап, 2 тапа, громкость выше, громкость ниже, 3 тапа, следующий трек. И, конечно же, можно вызвать голосового помощника. Кнопки мягкие, очень
очень удобные. Во время проигрывания музыки встроенные в наушники с внешней стороны диоды-индикаторы не мигают. Микрофон здесь, конечно же, близко не AirPods-овский, но по моему мнению, шумодав версии CVC 8.0 в этих наушниках работает довольно хорошо. Вот вам пример. Тест наушников Sabat X12 Ultra рядом с дорогой. Машины едут, довольно сильный ветерок. Разговаривать приходится громче, чем обычно, с одной стороны. С другой стороны, собеседник слышит, а шумодав обрезает лишние шумы. Поэтому собеседник слышит довольно тихо. Микрофон работает по моим меркам для затычек, и учитывая, где еще здесь находятся микрофоны, довольно неплохо. Тест работы наушников Sabat X12 Ultra в помещении. В помещении работают, как и большинство ушей, вообще, мне кажется, отлично, но понятно, что звук слегка приглушенный, потому что шумодав работает по сути без разбора. Конечно же, AirPods лучше, но эти из наушников затычек, по-моему, самые потребные в плане микрофона из тех, что у меня были до $50. И если говорить громко, собеседник слышит хорошо. Лишние звуки наушники отсекают на ура. Положительно то, что вокруг вы слышите все отлично, даже на 60% громкости. Хотя на 70% громкости слушать музыку уже некомфортно. Громкость у ушей просто запредельная. Оставшийся заряд наушников в шторке телефона виден. По удобству — вкладыши. Как только вы их надеваете первую пару дней, вас будет преследовать ощущение, что они у вас могут выпасть. На второй день использования пару раз на тесте при резких движениях наушники у меня вылетали. Но идентично я себя ощущаю в AirPods, и также они вылетают. Плюсом здесь идут силиконовые ушные фиксаторы двух цветов и размеров, белый и черный. И с ними наушники не вылетают из ушей вообще. Хотя появляется другая проблема, становится необходимым постоянно снимать и надевать их, ведь в бокс зарядки наушники вместе с накладками не помещаются. И напоминаю, что для маленьких ушей я эти наушники не советую. По весу 5 грамм весит один наушник, бокс зарядки весит 43 грамма без наушников. А если кратко, по удобству, я бы сказал, что они в этом моменте недоработаны. Если у вас средние и большие уши, все хорошо, маленькие — пиши пропало, даже накладка в них не влезет. Звук. Баса мало, высокие и середина чистые, но если выкручивать громкость выше 80%, появляются еле различимые шумы. И несмотря на то, что долго вы слушать на этой громкости наушники точно не сможете, осадок остается крайне неприятный. Возможно, мне попался брак, но я так не думаю. Скорее, я просто слишком привередлив. По звучанию, в сравнении с AirPods, которые тоже не являются идеалом, но звук у них лучше в сегменте ТВС вкладышей, Sabat играют хуже. Звук менее объемный, но на приемлемой громкости чистый. Qualcomm-овский aptX делает свое дело. Обидно, что на Redmi Note 7 aptX активировался, а вот на Redmi Note 8 Pro кодек был только AAC и SBC. С телефоном Huawei P20 Pro наушники играли тоже лучше, чем на iPhone 7 Plus с кодеком AAC. Напоминаю, что aptX HD здесь нет в этих наушниках, как в некоторой рекламе указывают продавцы на Алиэкспрессе. Так что владельцам iOS-систем наушники я однозначно не советую. А если для моих подписчиков и кратко, мне, учитывая цену и плюшки, с внешним видом звук понравился. Супруге, как постоянному пользователю AirPods, нет. Классика, вот где эти вкладыши раскрываются на всю катушку, либо попса. Мне лично объема хватает, ведь это мой обзор, но баса, как и в любых вкладышах, в них практически нет. Резюмирую сегодня нестандартно, я не могу советовать продукт с косяками. И к комментариям купивших, которые вы можете прочитать по ссылке в описании, я бы, наверное, не прислушивался, слишком у них все хорошо получается. Но вкладыши подобной формы на рынке одни. В моих ушах сидят они хорошо. Микрофон меня устраивает. Затычки у Sabat я бы точно брать не стал. Слишком много дешевых альтернатив с лучшими показателями. А вот эти наушники имеют право на жизнь. И здесь важный момент — это один из аксессуаров, которыми вы постоянно пользуетесь. Если они вам зашли, могу только сказать, вы не будете разочарованы. А если нет, то даже в их сторону смотреть не стоит. Рынок переполнен более дешевыми ТВС наушниками. Как я часто советую, посмотрите мой топ-10 наушников на канале, те, что до $20 США. Все эти дорогие наушники до $100 не так и сильно отличаются от них. Подписывайтесь, кто не подписан, а кто подписан, не забывайте прожать колокольчик заново. YouTube поменял политику, и для оповещения нужно повторно тапнуть на колокольчик и выбрать все оповещения. Напоминаю про розыгрыши, все условия по ним в описании к видео, и там все просто на 20 секунд, и вы участник. Пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Жду всех на стримах по воскресеньям, стримы сохраняю, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.